А платье с открытой спиной, со стразами. Ну вот как мы сейчас выступаем в этих платьях, я очень мечтала о таком платье. Ну, в детстве я всегда хотел иметь при себе PlayStation 3. В 7-летнем возрасте моя мечта осуществилась. Я мечтал какую-нибудь крутую игрушечную машину. Мечтал, наверное, если прям с самого раннего детства, о большом количестве игрушек. А сейчас, ну вот если прям так в осознанном состоянии, наверное, какую-то также машину. Я, наверное, хотел очень как можно скорее там сдать на права и водить машину. Купить машину, как из третьего «Форсажа», на которой Пол Уокер катался. BMW купить. Если в спортивных планах, то поучаствовать на Олимпиаде, наверное. Года 3 назад я это понял. Если прям вот в детстве, вот когда только пошел на лед, то хотелось, наверное, соревноваться с великими фигуристами, тоже попасть к ним на лед, вот эту соревновательную площадку. Такая мечта была. Поскорее уйти с тренировки. Олимпийские медали. Смотришь на людей, когда Олимпийские игры, как они выигрывают, вот, и тоже хочется также занимать первые места, Олимпиада, там, чемпионат мира, конечно же, ну, то есть на крупных соревнованиях. Ну, я думаю, все в детстве мечтали стать олимпийской чемпионкой. Очень банально. Как увидела, что катаются люди, я тоже хочу. Ну вот, буду олимпийской чемпионкой. Наверное, как любой спортсмен, стать олимпийским чемпионом, это если про спорт говорить. Если нет, я всегда хотел получить какую-то престижную работу или иметь бизнес свой. Сейчас эта мечта тоже со мной. Жить богато, дорого. 8 лет хотел получать там какую-то первую зарплату, мечтал об этом. Чуть подрос, начал получать зарплату, захотел там какие-то больше хотелки, вот, и с каждым разом цель все больше и больше хочется. Я в какое-то время мечтал стать губернатором Санкт-Петербурга. Опа! Чтобы сделать город лучше еще. Но я с детства мечтала выступать и танцевать, в принципе, чем я и занимаюсь. А еще кассиром, да. Тоже. Ой, я кассиром тоже хотела. Учитель, да. разбогатеть. Стать фигуристкой я мечтала. Стать хорошим фигуристом, потому что уже кучу времени и всю жизнь иду по этому пути и надеюсь, что в финальной точке моя мечта исполнится. Стать олимпийской чемпионкой. Лет в 7,5, наверное, когда уже занималась фигурным катанием и начало что-то получаться, и я задалась такой целью. Точно мечтала стать олимпийской чемпионкой. Если про фигурное катание говорить, я мечтала быть как Ирина Слуцкая. То есть в моем детстве я смотрела ее Олимпиаду и думала, что вот, когда-нибудь мне повезет, и я тоже попаду на Олимпиаду. Сходить самому в магазин, купить себе сок, печеньки и просто кайфануть и не спрашивать об этом родителей. Первый раз понимал, что я могу спокойно гулять по улице, там вот сок, мороженое кушать, и я чувствовал себя таким могущественным, что я могу сам себе позволить, и это было приятно. Стать олимпийской чемпионкой. Мы просто все говорили, что вот Олимпиада — главный старт, поэтому хотелось. Мне еще с детства машины нравятся. Хотел что-то, может, с машинами, не знаю, автоспорт, не автоспорт, что-то такое, тюнинг всякий. Там вот тачка на прокачку. А Bugatti Veyron? Я в детстве мечтала, чтобы у меня был какой-то загородный дом и собственная ферма. Но потом я скачала себе игру на iPad, игру на iPad и успокоилась. Сейчас другие мечты. Я хотел себе велосипед. Я мечтала в детстве стать хирургом. Больше скажу, патологоанатом. Стать стоматологом. Я не знаю, почему. Почему-то, мне кажется, родители все время говорили об этом, что вот стоматолог, хорошая профессия. И я вот какое-то время мечтала об этом. Я мечтал быть ученым, я к этому и стремлюсь. Я мечтала стать великим художником, но я закончила на том, что я просто закончила художественную школу. И сейчас продолжаю свой художественный путь в фигурном катании. Стать ветеринаром и кататься на лыжах. Я хотела выбрать биатлон, но выбрала фигурное катание. Мечтал стать водителем фуры.
дальнобойщиком. Я многого о тебе не знаю. Это был любимый сериал мой в детстве. Поэтому пока все хотели стать космонавтами или ветеринарами, я хотел чего-то более приземленного. Летчиком стать, пилотом гражданской авиации, не военной. Я хотела стать дизайнером, до сих пор хочу. Да, я летчиком уже не хочу, уже как-то неинтересно. Мне уже возраст не позволяет идти в летную учиться. Там еще физику надо знать, а у меня физика, математика — это вообще беда была. Никогда не поздно. Но физика, математика все равно беда уже, я даже не хочу ее учить. Стать пилотом, но это так и осталось мечтой в детстве. Да что какие-то мечты, мы каждый день на льду были. Да нет, были какие-то мечты. Сладким объесться, вот такое, наверное, в детстве было. Тренеров в Макдональдсе встречала. Вот как раз вот у тех тренеров, у которых я сейчас, Екатерина Борисовна, встретила как-то. Они там не ели, я там ела. Стать пожарником. Серьезно? Угу. Я хотела хореографом всегда быть, и сейчас хочу. Вот. Поэтому мы и вместе катаемся. Ты будешь тушить пожары от моих постановок. Да. Стать пожарником. Стал посмешищем. Если что, он не в заложниках. Это она так шутит. Успешным человеком. Достаточно глобально. Тебе сколько было? 3? Да. Я хотела стать лучше, чем мама. Я хотел стать пожарным, как папа. Мне папа видео показывал, как он тушит пожар, и я хотел стать пожарным. Но мама дала мне на фигурное катание. Ну как и дала, просто забрала у меня. Мама тренер. Не смотришь роликов в интернете, когда там 3 раза хлопни, 3 раза подпрыгни, и ты феей станешь. Ну вот феей мечтала, наверное, стать. Винкс, Блум или Стелла? Лейла. Мне Лейла всегда нравилась. В детстве я очень любила единорогов. Возможно, я мечтала когда-нибудь встретить единорога. А еще я любила мультик «Винкс», и там были волшебные зверюшки. И я очень мечтала о такой какой-то зверюшке, которые были у фей. Я искренне надеялась на то, что там, они как-то их через сайт покупали, через какой-то. И я правда верила в то, что когда-нибудь у меня будет такой питомец. Но теперь у меня Боря. Боря лучше 100%. Собаки. И все еще мечтаю. Я всегда мечтала о той пуделе. Мечтала попасть в Диснейленд, в Париж. Довольно быстро осуществилась эта мечта. Я там праздновала свой день рождения. В детстве я мечтала посетить Париж, и до сих пор моя мечта пока что, к сожалению, не исполнилась, но она обязательно реализуется, я в это верю. У меня было 2 мечты. Одна спортивная, одна не спортивная. Когда я был в одиночном, мне так сильно нравилось тренироваться, что я не хотел, чтобы были выходные. Без выходных вообще. Говорят, Дарик, все, уходим, нет. Вот. А когда я еще был маленький, я хотел быть поваром. Наверное, сериал «Кухня» меня на это сподвигнул. В детстве я, наверное, мечтала стать русалкой, насмотрелась H2O. А сейчас, скорее всего, просто хорошим человеком. Стать Человеком-пауком. Я сейчас мечтаю. Я даже в анкете написал на Первый канал. Восхищался им, потому что он спасал людей, и при этом, несмотря на то, что у него было столько проблем и столько ответственности, он продолжал учиться, помогать своим родственникам. Оставался просто хорошим парнем, но при этом супер крутым чуваком. Быть лоббистом. А я часто мечтал отдохнуть от тренировок. Вот так вот покатался годик и такой, сейчас бы в песочницу с пацанами куличи полепить. А вот я в Омске, мне 23.